Здорово, друзья! Мы подготовили для обзора один очень интересный автомобильчик JAG N80. 10 евро по лет, почти 5 тонн грузоподъемности, черная кабина, блатные ключи, как у Мерседеса. Пойдем! Я заранее очень извиняюсь, если что, короче, ветер нам помешает, в микрофон будет дуть. Это не я, это не звукач, это этот ветер, драть его так вот за ногу. Поэтому, если что, сорян, пацаны, работаем в полевых условиях. Итак, друзья, привет! В нашем сегодняшнем видеообзоре китайский автомобиль. Очень хорошо зашедший на наш рынок бренд, который представляет достойное качество, несколько модификаций в виде 3 тоннажей и куча возможных вариантов надстройки и доработок. Применительно к нашей модельке JAG N80 мы сегодня постараемся вам рассказать, чем она привлекательна и что с ней можно сделать. Давайте я вам расскажу, что такое JAG и с чем его едят. На нашем рынке эта модель зашла уже не в первый раз. На нашем канале уже есть видеообзоры 2 автомобилей его младшего брата JAG N56. Сегодня мы обозреваем JAG N80. Это та же самая модель, что JAG N75. Отличие только в полной массе. Конструктивно одна и та же модель. И самый старший брат, до которого мы впоследствии доберемся, это JAG N120. JAG – китаец, N – обозначение модельного ряда с приставкой, в нашем случае, 80. Это обозначение индекса полной массы. Ранее автомобили поставлялись с полной массой 7,5 тонн. Но в угоду тренда на весовой контроль, на нагрузки по осям, китайцы молодцы, сориентировались и увеличили полную массу на 500 килограмм, добавив полезной грузоподъемности по документам, естественно, в 500 килограмм. Итак, JAG N80 – это модель, у которой C-категория и полная масса 8 тонн. Как вы видите по форме кабины, это очень и очень похожая модель автомобиля на концерн Isuzu. Дело в том, что концерн JAG был построен в Китае по лицензии завода Isuzu. И поэтому внешне, что 56-я, что 80-я, что 120-я модели очень и очень похожи на своего прародича марку Isuzu. Поэтому в плане модификаций и доработок, то, что было уже придумано на Isuzu, например, закабинный спальник, сюда то же самое с удовольствием легко и поместился. Поэтому, если на такой модификации вы планируете ездить на межгород и вам нужен закабинный спальник, то такие разработки существуют, и вы можете заказать этот автомобиль с закабинным спальником. Наша модификация JAG N80 относится к так называемому классу пятитонников. О чем я говорю? То есть это автомобили, у которых грузоподъемность 5 тонн у шасси. За вычетом массы будки остается где-то в среднем 3,5-4, в зависимости от надстройки. Но все по старинке возят на них там 5, иногда 6, умники 7, 8 и более тонн возят. Тут уже кто во что горазд. Вот, соответственно, это C-категория. В стандартном исполнении это шасси вот в этой колесной базе позволяет установить сюда фургон длиной 5,2 метра. Это 10 евро по лет вместимости. Но наши любители дорабатывать, разрезать, удлинять и наращивать задний свес в Нижнем Новгороде предлагают возможность увеличить колесную базу и раму для надстройки длиной 6,7 метра. То есть от 5,2 до 6,7. Вот такой вот длиннющий разбег. То есть если вы возите воздух
Если вы возите какие-то длинные вещи, например, у которых габаритная длина там 6,5 метра, но они легкие, то в вашем случае эту модификацию можно разрезать и увеличить габаритной длиной до 6,7 метра. Одноклассниками нашего красавчика Джака N80 являются Hyundai HD78, Isuzu NPR 75, Hino 300, Mitsubishi Fuso. У Fuso две модификации с полной массой 7500 и 8500. Газонище. Очень от многих слышу, что уже там понакупали, понаелись. Фотон, могу ошибаться, но в старом индексе 1069, 1061 с аналогичной полной массой. 3 цвета кабины возможны. Белый, синий и, как у нас, вообще красавец цвет черный, который отлично сочетается с нашими рекламой, с нашими наклейками. Прям вот так выглядит. Что примечательного у нас под кабиной? Турбированный дизельный 4-литровый двигатель Cummins. В народе называют его камень. Собирается, естественно, по лицензии в Китае. Выглядит он вот таким образом. Его мощность 155 лошадиных сил. Его крутящий момент 490 ньютон-метров. Агрегатируется он механической 6-ступенчатой коробкой переключения передач. По комплектации подкапотного пространства иногда или чаще добавляется сюда система штатного кондиционирования. Вот компрессор расположен у нас в этом месте. Блок управления двигателем, они называются мозги, располагается вот там, ближе к оператору, установлен в подкапотном пространстве, надежно защищен и герметичен. Одна примечательная фишка, которая есть только у Джака, это возможность подключить вот эти провода к специальным разъемам на коробке переключения передач и на двигателе, и иметь возможность подогревать в холодный период времени поддон, то есть картер у двигателя и картер у коробки, то есть разогревая тем самым в них масло и облегчая таким образом холодный пуск. При этом в штатной комплектации нашего автомобиля также идет жидкостной отопитель, предпусковой отопитель двигателя Webasto. Для России эти две вещи очень и очень полезные штуки. Так что касаемо подогрева картера, это эксклюзивная фишка у Джака, а Webasto это отличная продуманная вещь, которая была реализована на этом автомобиле и с успехом применяется в наших широтах. Надо отдать должное китайцам. Те автомобили, которые они поставляют, сейчас очень добротно сделаны. Все красиво уложено, герметичные разъемы. Любо-дорого посмотреть. Единственное, что вызывает вопрос в условиях наших реалий, это компрессор штатного, радиатор штатного кондиционера, который располагается здесь. С учетом нашей страны, водителей и условий эксплуатации, я думаю, что вот это ненадолго, до там первого бордюра, камня и какого-то препятствия будет это снесено к чертовой матери. Поэтому, если что, с правым передним углом поаккуратнее. Одно из правильных и приятных решений для России – это защита картера двигателя. Она начинается вот в этом месте и продолжается аж практически до середины коробки. Но ее толщина такова, что не для наших дорог, но тем не менее есть хоть что-то, но все равно аккуратно. Полурешение получается. В передней подвеске у нас балка, 8-листовые рессоры с каждой стороны и амортизаторы, а также стабилизатор поперечной устойчивости. Самое что примечательное, на нашем автомобиле тормоза передние дисковые, задние барабанные, но у них есть АБС. И система привода пневматическая, потому что у собратьев, практически у всех, идут гидравлические тормоза, а у нас пневматические. Так что имейте это в виду. Они, конечно, требуют привыкания, жестковатые, там, срабатывают немного поздно, но как только срабатывают, так сразу ты втыкаешься, и, то есть нужно привыкать. Экологический класс поставляемых автомобилей Евро-5, поэтому все автомобили оснащены мочевиной. Бак нашей мочевины располагается в этом месте, имеет крышку на вот такой цепочке
самое что примечательное, китайцы кладут запасную крышку. В китайском автомобиле все по-китайски. Скажите мне, почему в штатной крышке нету личинки запираемой, а в запасной есть? То есть, пускай вас сначала украдут штатную крышку, а потом вы поставите запираемую. Ну где логика, китайцы? Ну что за прикол такой? Вот, посмотрите. Так что все по-китайски. Рядом с баком мочевины располагается фильтр тонкой очистки топлива, подогреваемый с влагоотделителем, с клапаном подкачки. Вот в этом месте, в принципе, он относительно защищен кронштейном бака мочевины. И, соответственно, правее от него располагается алюминиевый бак. Объем нашего бака 130 литров. Горловина запираемая, все по-людски, сделано по-человечески, без приколов с двойными крышками. Поэтому, если что, закрыли и пошли. Раньше были жалобы на то, что на 56-х, по-моему, модификациях горловина была выполнена немного ниже, и в реалии, например, не могли бак залить на полный объем. Это вот доставляло определенные неудобства. Но после этого китайцы услышали и там поменяли баки и сделали горловины выше, поэтому весь доступный объем 130 литров вы можете пользоваться. Находятся умельцы, которые ставят баки больше. Здесь вот свободное пространство, поэтому, в принципе, либо второй маленький бак, либо этот заменить на бак большего объема. Вот ставят. Есть такие примеры, кто увеличивает себе бак, кто ходит на дальняк. Спорим, у каждого во дворе был кореш вот такой с цепочкой, который сидел на картах и так крутил цепочку и что-то решал во дворе. Если у вас был такой, ставьте лайки. Двигаясь дальше по шасси, доходим до задней подвесочки, которая представляет у нас собой конструкцию, в которой идут 17,5 радиус колес, типа размер 215-75R, 17,5, очень распространенный, везде резина есть, самый сок, как говорится. 15 листов рессоры с каждой стороны. Это то, что дает нам нужную грузоподъемность. Плюс стабилизатор поперечной устойчивости, барабанные тормоза и ABS. Молодцы, холодцы, всем спасибо, до новых встреч. В этом месте вы видите установлен какой-то детский, козлячий, небольшой инструментальный ящик. Ну, как правило, все стараются, чтобы инструментальный ящик был большущий, но вот китайцы, видать, с их взглядом на размер инструментальных ящиков, почему-то установили вот сюда вот такой почтовый, больше похожий ящик. Можем сделать, кстати, прорезь и кидать туда конверты, корреспонденцию. Естественно, наши товарищи к чертовой матери снимают эту маленькую конструкцию и вешают сюда гораздо более вместительнее и интереснее инструментальные ящики, возят все, что им заблагорассудится. По традиции, под рамой в задней части автомобиля расположено место, куда крепится запасное колесо того же типа размера, как и установлено на нашем автомобиле. Наш заказчик занимается развозом и дистрибьюцией напитков. Всякого разного, не буду углубляться. В его парке с помощью нашего участия за 5 лет работы появились огромное количество автомобилей ГАЗ-3309, и где-то года 3 назад он купил себе подобного плана 3 машины Hyundai HD78, чем остался очень доволен. Где-то примерно год-полтора я занимался тем, чтобы убедить его в необходимости рассмотреть вариант альтернативы, потому что те ГАЗ-3309, которые он покупал, это даже не Газон Next, это ГАЗ-3309 с вот таким капотом, с вот такими колесами, с вот такими шашечками протектора на этих колесах. Это просто, ну вот,
Конечно, доля логики в его рассуждениях была. Он говорил о том, что ГАЗ-3309 дешевые, и у них ремзона под это дело заточена под, ну, то есть запчасти, все специалисты, и им стоимость вот обслуживания была невысока для них, поэтому это имело место быть. Но вот по состоянию на весну 2019 года он все-таки созрел к тому, что вот пора там обновлять парк, и при цене газона там почти 1 750 000, а нашего автомобиля JAC 2050 он все-таки сделал выбор в пользу автомобиля JAC, потому что за 2050 он получил 10-европалетный фургон с изотермическим кузовом толщиной стен 50 мм. Он их берет, сэндвичи старается брать, потому что напитки, они тяжелые, и у него очень часто фургоны просто разваливались, разбалтывались и просто на ходу отламывались. Вот, за эти деньги человек получил нормальную качественную машину Евро-5, гораздо более адаптированную и ориентированную для водителя, нежели ГАЗ-3309. Webasto, кондиционер, электропакет, все, что внутри кабины, мы, естественно, мы сейчас залезем туда и посмотрим. Обтекатель на кабину, ну и, в принципе, гораздо более интересный автомобиль при небольшой разнице в стоимости. Поэтому вот у нас есть возможность о таком автомобиле вам рассказать, а он будет их эксплуатировать, и мы там к нему, там, может быть, через полгодика, год заедем и обязательно выслушаем мнение, отзыв за все это время эксплуатации. А пока заглянем быстренько внутрь фургона, покажем все, что там есть, и пойдем на другую сторону шасси. Если брать без доработок, то штатная рама позволяет установить сюда кузов с габаритными размерами 5,20 длина, 2,20 ширина, чтобы было хорошо видно в зеркало. Вот если вы можете посмотреть вот так вот, они очень хорошо выступают. И есть запас сделать еще здесь и больше. И 2,20 высота. В пересчете это 25 кубов по внешним габаритам. При фургоне сэндвич толщиной стен 50 мм внутренний объем получается 22 куба. По полу 10 европалет вместимости, внутренние размеры 5,10, 2,10, 2,10. По вашему желанию, естественно, мы можем эти размеры варьировать, если для вас это принципиально. Не трогая колесную базу, мы можем сделать ширину фургона 2,60. И тогда из 10 палет вы уже получите 12-палетник. Единственное, что с этим запасом по зеркалам, возможно, там, процентов 20 в зеркалах полезного обзора потеряется. Но я думаю, это несущественно, потому что современный тренд по грузоперевозкам идет как раз-таки на увеличение количества палет. Соответственно, здесь мы можем установить борта, тента, шторы, промки, изотермы, сэндвичи, рефрижераторы, какие-то доработки внутри, двери, не двери. Как всегда, в каждом видео говорим, что вот что вы хотите, то мы вам здесь и сделаем. Но здесь, в данном случае, для нашего клиента самая простая, незамысловатая конструкция. Нижегородский фургон, оцинковка внутри, полусетчатая фанера, плаг-металл снаружи, двери. В данном случае с небольшой доработочкой, потому что чаще всего задние двери, плаг-металл на них облезает. Они, в нашем случае, внешняя обшивка сделана из армированного пластика. Это плюс с учетом наших условий эксплуатации. Перемещаясь вместе с вами по автомобилю, на правой части рамы мы можем обнаружить как раз-таки два огромных алюминиевых ресивера нашей пневматической тормозной системы. Все это дело располагается здесь, на специальном кронштейне, защищено. И дополнительно автомобили С-класса должны под фургонами устанавливаться боковая защита. То есть, если Б-категория они могут по выбору ставить или не ставить, то С-категория в обязательном порядке уже здесь ставится. Из приятных мелочей для России, сейчас я вам покажу. Здесь у нас располагается аккумуляторный ящик. Он у нас запираемый, с такой вот резиновой крышечкой с защитой от грязи. Хлобысь, повернули, защелочки убрали и залезли в аккумуляторный ящик. Аккумчики новые,
клеммы смазанные, аккумуляторы даже с лейблом Jack, поэтому тут все по-фирменному, пацаны. Вот, так что защищены они от кражи. Ну, конечно, защищены не прям такой там стопроцентно, и что у вас не... Если захотят, то украсть, конечно, украдут, но там, тем не менее. Чтобы вы понимали, номер шасси располагается на правой стороне рамы вот в этом месте. Его предусмотрительно в рамках предпродажки смазывают специальным герметиком, мазью, кремом для рук. Смазывать, чтобы он не ржавел. Вот такую сумочку вам отрядят в Джаке. В этой сумочке целый набор. Это, конечно, и хорошо, что есть такой набор. Но тут куча всякого инструмента, разложенного по сумочкам, нежно, аккуратно перевязанного, то есть ключики-млючики. Вот такой вот набор ключей, тут аж до 22 размера. Даже разводной ключик 200 миллиметров. Но, как бы мы ни пытались понять, пацаны, если вы знаете, для чего вот эта хрень, напишите в комментариях, мы будем вам признательны. Долго думали, ломали, для чего, может быть, что-то, какой-то узел откручивать, но так и придумать не смогли. Наличие такого количества ключей, это, конечно, круто, хорошо, но дай бог, чтобы не наталкивало на мысль о том, что как бы вам сразу вместе с машиной передают передвижную станцию с инструментом, намекая на то, что будьте готовы, пацаны. Но я надеюсь, это не так. Джак нормальная, хорошая машина, которая стоит своих денег, которая чуть дороже газона, но я думаю, на порядок выше, чем газон. Вот. Открываем второй, значит, ящичек. Монтажечка. Молоток. Китайский молоток. Приколись, пацаны. Завернутый. Блин, вообще класс. Шприц. Можете шприцевать самостоятельно. Если не доверяете сервисной станции, дополнительно сами прошприцевать. Вот. Херак, все так аккуратненько, нежненько. Перевязано. Все тут прям с бантиками. Клиент будет рад. Ну все, вот возвращаем в красоту, в исходное положение. Так, и здесь у нас еще есть буксировочный крюк. Здесь у нас есть... Что здесь у нас? Вместе с вами... баллончик и отвертка. Еще один баллончик. Посерьезнее. Знак аварийной остановочки. Вот он. И это, видать, монтажка для домкрата. Та-дам! Вот такой игрушечный домкрат для пятитонника. Блин, это такой же, наверное, прикол, как с крышкой мочевины. Сначала пускай украдут. Ну, хер его знает, пацаны. Чего придется вам тут докупать что-нибудь посерьезнее. Так вот, в специальном местечке. Вот, хорошая такая сумочка. И провода возвращаем на место. Вот. Ну все, пока. Чтобы понять, как автомобиль
ведет себя во время движения, у нас есть уникальная возможность на нем прокатиться по городу Москве. Поэтому я вас приглашаю в тур. Берем наш ключ, центральный замок, кнопочка откр, закр, вставляем. Удобно устроились, отрегулировали. Сиденье водителя регулируется по длине, вперед-назад, длине направляющих, а то там сейчас начнут умники писать. Отрегулировали руль так, как вам удобно, вверх-вниз, вперед-назад. Вот, максимально выдвинули, зафиксировали, все удобно. Сняли краник тормозной и поехали. Сейчас заедем на заправочку, немного зальемся. Не хватает. Что характерно для всех кабин этого класса, они как аквариум. Огромные стекла, лобовые, боковые, отличный обзор. Все, что нужно, невысокие, не широкие стойки, которые левое и правое держат лобовое стекло, поэтому обзор в этом плане хороший. Надо отдать должное зеркалам, они достаточно большие, они с функцией обогрева, кнопочка включения обогрева зеркал находится вот в этом месте. Это для России супер важная опция, потому что мы все прекрасно знаем, что этого во многих машинах не хватает, но и производители молодцы, сейчас практически во всех автомобилях стали такую опцию добавлять. Есть асферические зеркала с возможностью обзора мертвых зон. Тоже хорошая, удобная штука, важная. Есть бордюрное зеркальце. Посмотрите, какое оно кругленькое и дает возможность хорошо видеть обзор. Я пока сейчас отвечу. Сиденье вполне себе удобное, хорошая боковая поддержка, вот это надо отметить. Как и мы в первых обзорах говорили, самое приятное, что, садясь в китайский этот автомобиль Jack, ты не чувствуешь зловонного запаха пластика. Это очень важный и приятный момент. Плюс, если вы сами посмотрите, все сделано добротно, нормальные зазоры, нормальные приборы, ну, то есть все читаемо, все удобно, расположено на своих местах. Рычаг очень удобный, вот вы видите, там 6 ступеней, плюс задняя скорость, которая еще дополнительно оснащена зумером. Вот. То есть сзади на машине раздается сигнал для всяких невнимательных пешеходов, которые могут попасть под колеса. И у вас звучит сигнал о том, что вы включили заднюю скорость, чтобы вы имели в виду там, и не сдали назад. Рулевое колесо удобное, хорошо лежит в руках. Среди левых клавиш у нас есть круиз-контроль. Ребятушки, для тех, кто вот любитель гонять, значит, на межгород, круиз-контроль вещь нужная, удобная, экономит топливо. Вот, поэтому хозяйки на заметочку. Вот тормоза только вот, ну, надо попривыкать, понимаете, как втыкает вот так вот. Под правый палец ложится кнопочки управления магнитолой. Тут вот увеличение громкости. Балалайка простая. Радио плюс разъемы под флешечку. Тоже важно. Все уже давным-давно их используют. Флешечки. Не кассетник, не сидюшник, а флешки. Даже можно подключить через разъем 3,5 мм наушники сюда. Вот. Только я не знаю, он работает как на... Это разъем вход или это выход? Вход, да? Ну, соответственно, можно подключиться к телефону и с телефона через AUX передать звук и проигрывать свою музычку. Достаточно простой, удобный, понятный, читаемый
Блок управления микроклиматом в салоне. Вот так вы регулируете направление. Это мощность, это кондиционер. Вот мы сейчас как раз таки его и прочувствуем, а то в кабинке уже становится душновато, да? Здесь расположена кнопочка аварийной сигнализации. Такая прорезь для карт, топливной карты, либо куда-то, может быть, у вас въездная куда-то, либо еще. Заглушки под доп. Оборудованием, под кнопки. Я точно знаю, что некоторые шасси идут с коробкой отбора мощности для того, чтобы устанавливать эвакуаторную платформу, либо автогидроподъемник, ну, кран-манипулятор, все что угодно. И кнопки вот располагают как раз таки здесь, в этом месте. Все предусмотрели, молодцы. Подстаканники 2. Сюда можно поставить двухдиновую магнитолу, если вы там прям такой ярый фанат, что хотите ее просто балалайкой быть. О, сюрприз. Смотрите, какой сюрприз. А, это ты не закрыл? Блин, ты создаешь Джаку имидж, что бардачок открывается. Давай. Мы можем проверить, в принципе, еще 2 лежачих проехать. Ну да, если они у нас будут по пути. Вот, соответственно, у нас есть карманы потолочные, куда можно помещать бумаги. Здесь есть еще такая специально удерживающая резинка, что тоже, ну, грамотно продумано. Огромные солнцезащитные козырьки. Аэроглонасс вот у нас здесь установлено, согласно тоже новым требованиям, передатчик аэроглонасс. Машина рулится изумительно. Я, конечно, не претендую сейчас на экспертное мнение о том, как качественно или некачественно все это дело отождествить, сравнив его, там, например, с Hino, с Isuzu, с Iveco, они, конечно, помягче. Но здесь, я думаю, тряска и вот эта вот рессорность, назовем ее так, подвеска рессорная, достаточно жесткая. На пустом, незагруженном режиме движения, ну, машина рулится как легковая, никаких проблем нету, мощности мотора хватает. Напомню, что у нас здесь 155 лошадиных сил и 490 ньютон-метров момента. И правильно, реально подобранная коробка, сближенные передачи, поэтому ну, я вот еду сейчас на 5-й передаче, моя скорость 70 км в час. Ой, извините, зрители, да, у нас все по традиции. Один летел, второй вырезал, и все встали. Вот. Электростеклоподъемники. Вот такие пепельницы здесь, хотя я вас призываю не курить. Вот пепельница здесь на левой двери, на правой двери. Центральный замок, он у нас приводится в действие от ключа, когда вам надо открыть-закрыть. И в принудительном порядке вы можете самостоятельно здесь открыть или закрыть центральный замок. В дверных обшивках есть специальное углубление для того, чтобы вы могли поставить сюда бутылку. Объем, я, наверное, думаю, что где-то до литра туда спокойно поместится, без впихивания. Вот. Соответственно, за водительским сиденьем располагаются специальные кронштейны, которые держат вот, огромную такую монтажечку для снятия запаски. Щиток приборов. Вот 5 колец. В левом находится 2 контура давления системы тормозов пневматики. Дальше слева направо у нас идет спидометр. Центральное колечко, в котором располагается маршрутный компьютер. Он отображает нам общий пробег, среднесуточный пробег, среднюю скорость. И что приятно, здесь еще есть шкала бака AdBlue, бака мочевины. Сейчас он у нас заполнен на 3/4, соответственно, вот мочевины у нас еще много. Касаемо мочевины, значит, официальная версия представительства и сотрудников Джак Россия, они пока против того, чтобы мочевина отключалась, потому что отключение мочевины приведет к снятию с гарантии. Имейте это в виду.
Гарантия на наш автомобиль 3 года, либо 200 тысяч километров пробега. По поводу гарантии, соответственно, там были долгие притирания. Сначала был большой список того, что быстро выходило из гарантии, либо там была какая-то там год и 30. Но потом этот список с учетом пожеланий многих водителей, там, дилеров, всех заинтересованных лиц серьезно подуменьшили, и поэтому, ну, гарантия там практически там остается большая, вот эти 3 года 200 тысяч, при условии прохождения ТО у дилеров каждые 15 тысяч километров. Поэтому имейте в виду, в Москве, я так понимаю, дилеров, официальных дилеров порядка там 4-5, и практически в каждом крупном городе, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, туда Красноярск, на Урал, тоже дилеры есть, развивается, с запчастями в принципе все хорошо, поэтому при эксплуатации этого автомобиля, я думаю, что у вас не будет проблем, связанных с простоем из-за отсутствия запчастей. Вот, что еще хочется отметить. У нас, значит, здесь есть место для телефончика. Справа от водителя 2 пассажирских кресла. Мы двигаемся минут 15, и могу отметить, что кондиционер работает, согласись? Ноги замерзли. Да, ноги замерзли. Давай я поменяю куда-нибудь там в сторону фейса, чтобы фейс фейс задуло холодным воздухом. Ребят, для тех, кто эксплуатирует машины такого класса в городе Москве, наш ПТС им распечатан с полной массой не 7950, а 6990. То есть мы намеренно убрали 1 тонну полной массы для того, чтобы наш автомобиль С-класса, С-категории, имел возможность ездить по всей Москве без пропусков вплоть до 3-го транспортного кольца, с заездом на 3-е транспортное кольцо. Если в условиях вашей логистики это важно, то вам стоит иметь в виду, что полная масса занижается, машина имеет возможность заезжать уже аж до 3-го кольца для развоза вашей продукции, и, соответственно, вы получите больше функционал, большую карту по развозу, географию развоза. Так, 6-я, давай. Вот, соответственно, собственная масса по ПТС у нас 4 тонны 200 килограмм. Если бы мы оставили 7990, 7950, то у нас полезная грузоподъемность по ПТС получилась бы 7950 и 4200. Это 3750. 3 тонны 750 килограмм, полезная грузоподъемность по документам. Соответственно, тонну мы срезали, 2750. Единственное, что останется, господа, это на ваше усмотрение, это полная масса, то есть это весовой контроль. Вы все знаете, что в этом плане идут вот все эти ужесточения, рамки, весовые контроли, там, передвижные, мобильные, стационарные. Поэтому только на ваше усмотрение это все хозяйство и останется. У меня была возможность прокатиться на этом автомобиле в виде шасси. Это, конечно, жесть. Так вытрясло всю душу. Мы пока доехали до момента, до партнеров, которые нам устанавливали кузов. Вот сейчас кузов поставили, ну, земля и небо. Тут, конечно, еще и дорога ничего, но все равно подтряхивает. Рессорник, большое количество рессор, вы знаете, что их много, поэтому грузоподъемность хорошая. Вот такой стол переговоров получается, если вы складываетесь в среднее сиденье и можете здесь пообедать, перекинуться в картишки, заполнить документы. Да? Что еще можно сделать, Сань? Пивка попить. Пивка попить. Слушай, кондей, у меня же грудак уже остывать начинает. Давай-ка я уменьшу его. Кондей дует. Ребят, ну что, подведем итог. Еще раз, если у вас есть потребность в приобретении автомобиля
С-категории, который будет возить до 5 тонн по палетам, если вам нужно там от 20 кубов до, получается, почти там 38 кубов. Если по палетам вам надо от 10 евро палет до 15 палет вместимости, если у вас не тяжелый груз. Если вы не хотите покупать газон и отсутствие вот этого капота, метр жизни, как многие говорят, вас не смущает, то вопросов никаких нет. И Джак это достойная альтернатива газону. Потому что перечислил вам весовые параметры, перечислил вам габаритные параметры. Автомобиль подороже, чем газон, но он своих денег стоит. 3 года гарантии, либо 200 тысяч километров пробега. Межсервисный интервал 15 тысяч километров. Дизельный Cummins мощностью 155 лошадиных сил с коробочкой. Не ZF, но другая здесь лицензионная коробочка стоит. Не помню, как она называется. Но шестиступка. Нормальный, хороший автомобиль, который, как и, наверное, любой при должном внимании, должном уходе, будет исправно вам служить. Вы же все прекрасно понимаете, что срок службы автомобиля зависит от наездника, тот, кто сидит за рулем, и качественного обслуживания на сервисе. Поэтому за этот автомобиль у нас получился чуть больше, чем 2 миллиона рублей, 2,050 с изотермическим кузовом. И мы вам можем, соответственно, построить и тент, и реф, и промку, и все что угодно, а также установить даже гидроборд на задний портал. Вот. Надеюсь, этот обзор был для вас полезен, интересен. Если где-то я ошибся, не судите строго. Если были косяки со звуком, не пишите строго, не судите. Мы постарались передать, вот, чем этот автомобиль как альтернатива газону может быть интересен и полезен. Конечно, он там уступит Isuzu, Fuso, Hino, Iveco в мягкости, там, в качестве, в плавности, но там коэффициент стоимости плюс 1,5, иногда и там даже 2. Поэтому, если у вас бюджет ограниченный и вы не хотите газон, то я рекомендую обратить ваше внимание вот именно на Джак N80. До новых встреч! Если есть пожелания, пишите в комментариях. Пока!